Добрый день, мои уважаемые подписчики. С вами вновь Лебедь Белая. Как обычно, сегодня хочу вам предложить новый расклад. Этот расклад будет на 3 варианта, и его название – анализ сексуальности. Также хочу вам напомнить, что на канале Бюсти вы можете оформить подписку на мои расклады, которые носят более глубокий характер, а также приобрести расклады просто для души, чтобы послушать информацию из потока. Ну что ж, первый вариант. Мы сегодня будем отвечать на 4 вопроса. Выложим 4 карты, ну и, конечно же, совет от Вселенной в плане анализа вашей сексуальности. Итак, 4 карты. Какова моя сексуальность? Какая я в интимных отношениях? Какие качества мне нужно в себе развивать в этом плане? Какой меня видит мужчина? И от каких качеств нужно бы, конечно, отказаться? Так, давайте посмотрим. Угу. Карты у нас лежали таким вот образом. Посмотрим, что же мы сегодня увидим. Итак, какова моя сексуальность? Какая я в интимных отношениях? Ну, я бы сказала, что вы огонь. Огонь. Но есть маленькие нюансы. Этот огонь бывает очень для вас горяч, потому что в результате отношений вы очень сильно привязываетесь к партнеру. Ну и любые проблемы, которые возникают с вашим партнером, будут приносить вам достаточно много боли, они будут сложны, потому что вы слишком прилипаете к этим отношениям, и впоследствии, когда мы к чему-либо очень сильно привязываемся, нам бывает очень сложно отказаться от этого. Поэтому вы достаточно активный в этом плане человек, чувствуете себя очень в таких вот огненных энергиях, я бы так сказала. Но, как я уже говорила, будьте осторожны и не прирастайте близко к своему партнеру. Какой меня видят мужчины? Ну, мужчина, наверное, вас видит в какой-то степени таким. Я бы не сказала, что простушка, а таким человеком, который очень легок и особо сильно не напрягается. Они вас воспринимают достаточно бесшабашным, может быть, в какой-то степени авантюристом по своей сути. То есть не всегда видят вашу глубину. Глубину именно вот ваш, может быть, внутренний мир, ваше внутреннее состояние на тот момент. Что мне надо развивать? Какие качества мне нужно развивать? Ну, наверное, какую-то некую, может быть, напористость, желание что-то поменять, активное движение вперед. То есть не нужно останавливаться на достигнутом вот в плане развития себя, в плане интимности, а надо пытаться пробовать что-то новое и раскрывать в себе интересные задатки. Еще можно сказать, что вам необходимо быть, скажем так, более уверенным в своем развитии и не стесняться пробовать что-то интересное. От каких качеств нужно отказаться? Ну, наверное, вы, карта повешенный, наверное, здесь... Ну, сложный вопрос. Давайте я дополню. Что-то у меня... Наверное, надо быть, да, действительно, более открытым, не закрываться. Вот, наверное, в чем здесь подвох этой карты. Спасибо. Маленькая подсказка. То есть говорить о том, что вы переживаете, что вы чувствуете, о том, как вы, скажем так, ощущаете себя в той или иной ситуации со своим партнером. То есть не надо закрываться ни в коем случае. Это вам не поможет в отношениях с партнерами и, скорее всего, будет даже немножечко раздражающим фактором, ну, в частности, в первую очередь для вас. Какой же совет будет Вселенной? Свою жизнь мы создаем сами, ну вот прямо в точку. Ну и всегда чувствуйте сердцем, правильно ли вы действуете, в том ли направлении вы идете.
Поэтому все, как говорится, все зависит от нас. Хочешь изменить мир, измени себя. Но точно так же и здесь. А, И чем больше в душе солнца, тем ярче вокруг жизнь. То есть вот как раз это вот солнышко нам карты и показали, да. Двигайтесь вперед, не бойтесь новых каких-то моментов, экспериментируйте, не замыкайтесь в себе, но самое главное, не прилипайте к своему партнеру настолько, чтобы потом было мучительно больно. Ну что ж, это был первый вариант. Давайте продолжим. Ну что ж, у нас впереди второй вариант. Сегодня мы говорим на тему вашей сексуальности, умение интимно взаимодействовать. Сегодня мы раскроем 4 вопроса, 4 карты. Какова моя сексуальность, какая я в интимных отношениях, какие качества мне нужно в себе развивать, какой меня видят мужчины, ну и от каких качеств нужно мне отказаться. Что же нам показывают карты? А карты говорят о том, что вы достаточно риски в своих проявлениях в плане интимных отношений. Можете своему партнеру высказать достаточно категорично, жестко, порой даже необдуманно, поэтому ваши партнеры не всегда готовы услышать это. Для них это становится, ну, может быть, даже в какой-то степени шоком. Почему так происходит? Потому что, скорее всего, вам достаточно сложно выражать свои эмоции, чувства, и поэтому вы достаточно риски. И порой отталкиваете своих партнеров как раз вот своими вот такими вот, ну, неожиданными высказываниями, порой даже очень грубыми и, скажем так, болезненными. Какие качества мне нужно в себе развивать? Это умение взаимодействовать, умение общаться. И самое главное, это не бояться выражать свои эмоции, чувства, не закрывать. У вас такое состояние, как бы вы самозакрываетесь, самоограничиваетесь, не хотите вступать, может быть, потому что в интимное взаимодействие порой вам сложно вступать, потому что вы боитесь себя проявлять, себя раскрывать. А еще очень большое здесь влияние оказывает то, что вы как бы не смотрите вглубь ситуации. То есть вы не смотрите на своего партнера, вам как бы страшно, да, внутренне, и порой иллюзорно его воспринимаете. Вам надо снять глаз с повязку и присмотреться к человеку, прежде чем с ним вступать в такие взаимодействия, да, и не бояться. Самое главное, это вам поможет, скажем так, не торопясь осмыслить, что же происходит. Какой меня видят мужчины? Они вас в большей степени видят, наверное, такой женщиной, которая любит взаимодействовать именно в плане делового общения. То есть вы умеете, знаете прекрасную профессию, умеете разбираться в том, что вы знаете, превосходно вступаете в деловые коммуникации. То есть вот здесь вам, наверное, равных нет. Поэтому очень часто вот вас воспринимают, что вы, в принципе, и в другой жизни, да, в более интимной жизни такая же. На самом деле, наверное, нет. Там вам сложнее, нежели вот в этом открытом деловом пространстве. От каких качеств нужно отказаться? Наверное, это все очень так аналитически оценивать, может быть, больше обращать на свою внутреннюю составляющую, то есть обращаться к своему сердцу и прислушиваться в первую очередь его, хочет ли сердце, да, мое дать отклик на взаимодействие с человеком и на то, чтобы с ним, скажем так, сложились какие-то нежные взаимодействия. Наверное, отказаться вот от категоричности, да, рубить с плеча. Вот этого вам, на мой взгляд, на сегодняшний день очень необходимо. Ну и совет от Вселенной для второго варианта. Кто не отвечает гневом на гнев, спасает обоих. Вот прямо опять же наша Вселенная, она слышит. Расставляйте приоритеты и понимайте, где вы какая. На работе я одна, а в интимных отношениях я другая. Не делайте преждевременные выводы, не дождавшись ответа. Опять же, это разговор о том, что мы очень часто рубим с плеча, порой жестко делаем какие-либо высказывания, в итоге получаем разочарование. Вот. В мире так слишком много причин для смерти, чтобы умирать еще и от склонности. Но вот тоже, опять же, выход из этих ограничений. Таким образом, мы выбираем друг друга не случайно, встречая только тех, кто уже существует в нашем подсознании. Вот такие вам советы от Вселенной. Прислушивайтесь к себе, к своему сердцу
и оно вас никогда не обманет. Приглашаю на индивидуальные консультации, заходите на Бюсти, подписывайтесь, приобретайте мои более глубокие расклады. Ну что ж, впереди у нас третий вариант. Сегодня у нас интересная тема — анализ сексуальности. Мы поговорим об особенностях вашей интимной жизни. Раскроем 4 вопроса. Какова моя сексуальность, какая я в интимных отношениях, какие качества мне нужно в себе развивать, какой меня видят мужчины и от каких качеств нужно отказаться. На сегодняшний день мне они мешают. Давайте посмотрим, как нам представит картинку Вселенная, и попробуем разобраться. Ну что ж, какова моя сексуальность, какая я в интимных отношениях? Ну, я достаточно деятельная в этом смысле. Я не буду лежать, я не буду впадать в глубокие депрессии, я буду стараться вступать во взаимодействие. То есть я достаточно открытый человек в этом плане, я не комплексую, а стремлюсь, в общем-то, преодолеть себя в этом смысле и отправиться, несмотря ни на что, в интересное взаимодействие интимного характера. Да? То есть я пытаюсь общаться, быть более сексуальной, более раскрепощенной. То есть для меня не характерно лежать, плакать и переживать, что там со мной происходит. Какие качества мне нужно в себе развивать? Ну, наверное, вот как раз качества, которые связаны с тем, что не надо все сразу же выдавать своему партнеру, а кто я такая, чем я наполнена, может быть, стоит сохранять некую тайну. Партнеру совсем не нужно знать все ваши тонкости вашей личной жизни, ваших моментов поведения в той или иной ситуации. Надо, наверное, думать о том, что я говорю своему партнеру, и всегда держать некую такую загадку. Ведь именно эта загадка и притягивает противоположных партнеров к нам. Какой меня видят мужчины? Мужчины меня видят человеком общительным, человеком, способным к взаимодействию. Особенно они видят меня человеком, желающим разговаривать на разные темы, активной такой жизненной позиции. Ну, человек такой увлеченный, желающий к общению. Наверное, в очередной раз карты подтверждают, что вы достаточно такой коммуникативный человек в этом смысле. Немножечко такой, может быть, детскость некую они в вас видят, что вы порой как ребенок себя можете вести, но такой вот общительный, жизнерадостный человечек, который стремится к тому, чтобы активничать, принимать какие-то решения, порой, ну, да, скажем так, не глубоко осмысленные. Но, тем не менее, вы интересны. От каких качеств нужно отказаться? Отказаться. Тоже вот интересная карта. Сейчас мы ее дополним. Ну, наверное, будет верно и правильно, если вы не будете позволять себе общаться с кем попало, скажем так, а все-таки будете контролировать, чтобы вы убрали иллюзии свои. Вот это, наверное, будет более верно. Иначе это превращается в то, что вы становитесь более жесткой во всех отношениях, мадам, да, и становитесь такой, ну, скажем так, разочарованной, может быть, холодной, да, по итогу. А именно вот эту холодность вы приобретаете благодаря собственным ошибкам. Ну, вот такая ваша картинка в плане сексуальности. Что же нам Вселенная посоветует? Принес радость, заходи без стука. Замечай мелочи, магия существует. Тот, кто слышал смех бабочек, знает, какие на вкус облака. Стремясь заработать на жизнь, не забудь о самой жизни. Ну, тут такое интересное тоже со смыслом высказывания. Ну и, наверное, важное. Большая удача в жизни — найти приятного человека, которого интересно слушать, искренне с ним смеяться и каждый раз очень ждать встречи. Вот именно здесь внимательно слушать, да, нежели самой много говорить, совершенно не прислушиваясь к человечку. Немножечко помолчать и услышать много чего интересного. Ну, и если к тебе кто-то перегорел, не расстраивайся, выкручивай лампочки, и ты экономишь, как говорится, электричество. Такие маленькие юмор от Вселенной для вас. Ну что ж, дорогие подписчики, рада вновь вас приветствовать. Попробовали еще один интересный расклад. Приглашаю вас на канал Бюсти. Подписывайтесь на мои более глубокие расклады. Приобретайте расклады. Рада с вами взаимодействовать. Ну и, конечно же, это индивидуальные консультации. Пишите, рада вам помочь, поддержать в трудную минуту, и всего вам
хорошего. До новых встреч!